Нарисуем сегодня заснеженный домик в лесу. Начнем со светло-желтых оттенков. Смешиваем желтый с белым и накладываем в центр нашего заката. Это та часть рисунка, которая будет привлекать внимание зрителя. Понемножку в этот же замес добавляем оранжевый цвет. Те же оттенки накладываем сразу на реку, для того, чтобы нам потом не приходилось снова смешивать эти же оттенки. Добавляем немножечко розового. У нас здесь такое прекрасное небо, потому что оно контрастирует своими оттенками, теплыми, холодными, поэтому накладываем также и более холодные краски. Смешиваем синий с красным или же берем готовый фиолетовый цвет, добавляем в него чуть-чуть оранжевого для того, чтобы придать ему теплоты, и накладываем на остальную часть нашего неба. Теперь будем создавать наши прекрасные деревья. Так как солнце уже достаточно низко на горизонте, и, возможно, каждый из вас когда-нибудь наблюдал в природе, когда солнце над горизонтом уже достаточно низко, все вокруг окрашивается во все более теплые и теплые оттенки. Мы, как смотрящие на данный пейзаж, видим достаточно таки прямой луч света, который попадает нам прямо в глаза. Ну да, в глаза, куда же еще. И деревья при этом мы наблюдаем в розовых оттенках, в красных оттенках, оранжевых. Вот, поэтому также мы и показываем живую природу в нашем рисунке. Чем ближе наши деревья к источнику света, тем теплее мы делаем оттенок. Тем, соответственно, мы добавляем либо больше красного, либо больше розового, какой вам больше нравится. Чем дальше предметы от источника света, тем, соответственно, холоднее они становятся и, соответственно, темнее. Поэтому деревья справа я создаю с помощью фиолетового цвета, который смешиваю благодаря синему и красному. И по чуть-чуть увожу это практически в черный цвет. У меня никогда в картинах нет прямо чисто черного цвета. Хотя это не есть правило, это не есть плохо давать черный, конкретно вот чисто черный цвет. Это нормально. По чуть-чуть добавляем в нашу реку более светлых оттенков и переходим к рисованию елочки, которая стоит вот прямо перед нами, можно сказать. В нее добавляем, так как она находится к нам ближе, в нее мы добавляем те же теплые оттенки. Я взяла красный, взяла немножко синего. Чем ближе к земле, тем больше синего. Вот, потому что туда уже меньше, как бы луч солнечный, туда уже не так сильно достает, но тем не менее все равно достает и окрашивает при этом нашу елку более холодными оттенками. Вот. Тем более там, где елочка снизу, там ее как бы масса больше, потому что там более массивные ветви, и, соответственно, там больше тени, соответственно, там меньше света. А сверху у нас она такая более редкая, там меньше этих веточек, меньше вот этих иголочек, поэтому спокойно там можно дать такую вот, я бы даже сказала, прозрачность. Прозрачность в смысле, что туда как бы лучи солнечные проникают, можно сказать, насквозь, поэтому вот она как бы светится вот этими вот теплыми красками, теплыми оттенками. А темная получается она у нас, потому что она все же к нам ближе, чем, например, вот те деревья дальнего плана, которые мы рисовали чисто, там, можно сказать, чисто розовыми оттенками. Теперь будем заниматься снегом. Здесь все тоже очень просто. Замешиваем такой розово-фиолетово-синий цвет. Сначала замешиваем более темный для теней. Я сначала прокладываю тени, потом накладываю свет. Вы можете сделать и наоборот. Вообще попробуйте, посмотрите, как вам будет удобно. Вот, но я сделала так. И еще хочу сказать, что так как я рисую на бумаге, это плотная бумага, но она все же вот как бы подтягивает краску, она как бы съедает немножечко краску, съедает немножечко цвет, и поэтому, нарисовав вот 10, 20, 30 таких картинок, я поняла, что лучше
накладывать сначала более светлые все же оттенки, особенно в те места, где вы хотите, чтобы было светло, чтобы было ярко, потому что потом красочка так немножечко впитается в бумагу, и цвет немножечко так будет такой приглушенный, короче. Вот, поэтому попробуйте, поэкспериментируйте, но заранее вот могу сказать на своем опыте, проверив, что там, где хотите, чтобы было ярко и светло, лучше накладывать сразу как бы более светлые оттеночки. Более темный красный накладываем по краям реки. Потом мы создаем уже наши светлая часть снега. Для этого я замешала розовый с белым. Кому хочется, может добавить туда чуть-чуть какого-нибудь оранжевенького. Ну так, совсем чуть-чуть. Опять же, потому что чем меньше вот смешений в ваших... Вот вы хотите, например, наложить белый снег, да? Вот вы хотите сделать белый снег. Вот чем меньше в этом замесе будет красок, то есть вот, например, там есть краска белая, желтая, там, не знаю, какая-нибудь розовая, и вот еще немного какой-нибудь там, еще какой-нибудь другой краски. Вот чем меньше вот это количество красок в вашем замесе, тем лучше, потому что, опять же, красочка потом может просто как бы немножечко потемнеть. Поэтому я смешиваю просто белила и просто розовый, чистый. Делаю достаточно таки светлый. Вот. Как вы могли заметить, я очень люблю такой инструмент, как палец. Это действительно очень классная вещь, потому что можно спокойно наносить краску и тут же ее, например, смешивать с той предыдущей краской, предыдущим красочным слоем, который был наложен до нее. Вот. И тоже можете попробовать так сделать. Мне, например, это гораздо удобнее, чем там, брать новую кисточку, иметь каких-то 2 кисточки в руке. В общем, мне это неудобно. Я просто делаю это пальцем. Здесь я подчеркиваю вот эту вот снежную массу, которая наваливается как бы берегом на нашу маленькую речушечку, или это скорее, наверное, какой-нибудь ручеек, вот, чтобы как бы отделить вот эту вот снежную массу от реки, чтобы оно не сливалось воедино. Здесь я рисую нижнюю часть елочек. Опять же беру фиолетовый цвет и добавляю его, можно сказать, даже хаотично на наш снег. Что еще важно в рисовании красками, это создать общий колорит. Это вот когда в каждом элементе, в каждой детали у вас есть один и тот же цвет. Ну, опять же, это не есть какая-то условность, не есть какое-то правило, но картинка будет выглядеть более цельно, более целостно, если вы будете использовать одни и те же цвета. Вот, например, посмотрите на мою палитру. У меня там разные оттенки разных цветов, и теплых, и холодных, но при этом они все очень похожи. Что-то идет в тень, что-то идет на свет, но при этом они все похожи. Вот можно взять себе за основу такое вот небольшое правило и увидите результат сами. Дальше я добавляю снег на нашу елочку. Опять же, беру тот же самый цвет, который я использовала для теневых частей снега. Не берите слишком светлую краску для изображения снега вот на этой елочке. Почему? Потому что она все же стоит в тени, на нее не попадает так много света, и будет неестественно выглядеть, если там будет слишком много белизны. Желтым рисую окошки, тоненькой кисточкой и коричневым цветом делаю рамы для наших окошек и добавляю, в общем-то, снег. В конце я вручную добавляю немножечко более крупных хлопушек снега и уже снимаю наш скотч, чтобы придать картине красивое такое обрамление, небольшую такую рамочку. Мне так нравится, вы можете так не делать, но пробуйте смелее, не бойтесь, рисуйте вместе со мной. Подписывайтесь на наш канал, здесь будет еще очень много выходить классных видеоуроков. Пишите в комментариях, как у вас получилось нарисовать эту картинку, понравился ли вам урок, и ставьте колокольчик, если хотите получать уведомления о новых видеоуроках. Всем пока!